реально его ждет. Сердечко прямо. Приветствую всех любителей активного образа жизни. Меня зовут Артем, и сегодня у нас первый боевой вид спорта – капуэйра. Многие видели это по-настоящему красивое боевое искусство в компьютерных играх, фильмах и комиксах. Мне лично известно про этот вид спорта совсем немного. Знаю, что он родом из Бразилии, знаю, что объединяет в себе танец и удары руками и ногами. И, пожалуй, все. Поэтому предлагаю не медлить, отправиться на тренировку и узнать все подробности. А пока я заплетаю волосы и вхожу в чувство ритма, окунемся в историю этого вида спорта. Начальником современной капуэйры стал танец-борьба нголо, распространенный среди африканцев еще в 16 веке. Дословно переводится как «танец зебр». Это был своеобразный поединок молодых воинов, наградой в котором служит право взять в жены любую девушку племени, без уплаты за нее выкупа. Капуэйра возникла в Бразилии в период колониального господства португальцев в 18 веке. Этот период включает в себя использование капуэйры как формы сопротивления и защиты, особенно среди рабов. В XIX веке капуэйра была запрещена бразильским правительством, поскольку она ассоциировалась с бандитизмом и сопротивлением. Только в 1920-х годах учитель Бимба, или, как говорят, местри, начал работу по реабилитации капуэйры, придавая ей аспекты спорта и духовного развития. Местри Бимба и местри Пастини разработали свои собственные стили капуэйры, названные капуэйра региональ и капуэйра ангола, соответственно. Это был важный этап формирования и систематизации этого вида боевого искусства. Во второй половине 20 века капуэйра начала получать признание за пределами Бразилии. Многие мастера начали учить и распространять капуэйру по всему миру, что привело к ее популяризации как спорта и искусства. В 1999 году была создана Международная федерация капуэйры, объединившая национальные сборные разных стран. В 2002 году была зарегистрирована Федерация капуэйры России, а в 2006 капуэйру признали спортивной дисциплиной. В настоящее время капуэйра пользуется огромной популярностью не столько как спорт и физическая активность, сколько форма самовыражения. Ежегодно проводятся многочисленные соревнования, фестивали и мероприятия, привлекая участников и зрителей со всего мира. Интересные факты. Схватка в капуэйре называется игрой или джога на португальский манер. Она проводится в кругу зрителей под музыку. Тут нет раундов и нормированного времени. Джога может длиться от 30 секунд до 10 минут. Целью является не победа, а демонстрация своей ловкости, силы, чувства ритма и интуиции. Заканчивается джога товарищеским рукопожатием. Музыка призвана привлечь внимание зрителей, очаровывать их, воодушевлять капуэристов. Кроме того, она задает правила традиционной игры и помогает ей развиваться, задавая темп и подавая условные сигналы. Атаки выполняются со скоростью и силой в соответствии с темпом музыки. При медленном аккомпанементе игра проходит ближе к полу и служит демонстрацией силы и ловкости, без контакта, а при более быстром – стоя, с ударами в половину или в полную силу. Основные музыкальные инструменты – это атабаки, бочонкообразный барабан, агого, колокольчики без язычков внутри, пандейро, аналог бубна, и беримбау. Это основной инструмент, который состоит из деревянной палки, натянутой металлической проволоки, сушеной тыквы и камня. Все вместе они создают уникальные ритмы и мелодии, на которые даже иногда накладывают четверостишие. Существует множество школ со своими правилами, экзаменами, их называют батизада, стилями и поясами. В зависимости от уровня в каждой школе вручают пояс определенного цвета. Единой системы нет. Где-то у мастеров белые пояса, где-то черные или красные. Каждый выбирает ту школу, которая ближе ему по духу, взглядам и авторитету главного учителя. Во времена колонизации Латинской Америки рабы, ввозимые в Бразилию на кораблях, под видом танцев и развлечений для своих хозяев, оттачивали боевое мастерство. Танцуя, рабы не вызывали подозрений, ведь они не наносили ударов, а проносили ноги и руки в нескольких сантиметрах от лица и туловища. Эти движения не были опасными, а больше походили на языческий обряд. Но когда на корабле происходил бунт, зажатые между пальцами острые лезвия превращали капуэйру в настоящее оружие. Теперь рабы могли наносить тяжелые порезы охране, при этом ловко перемещаясь и не давая попасть в себя. 26 ноября 2014 года ЮНЕСКО признала капуэйру четвертым нематериальным культурным наследием Бразилии. Для сравнения, в России их только 2. Вот мы и прибыли в домашний зал Федерации капуэйра России.
Кто, как не вице-президент, сможет рассказать, показать и научить такому интересному виду спорта? Уже не терпится самому попробовать совместить танец с боем или бой с танцем. В любом случае, отправляемся переодеваться, знакомиться с тренером и погнали! И сегодня нашу первую базовую тренировку по капуэре проведет пятикратный чемпион России, один из самых титулованных капуэристов Артем Мамчур. Приветствую, с чего начнем нашу тренировку? Да, мы начнем проводить нашу тренировку с самых базовых элементов КПР. Я покажу все, что делают люди на самых первых тренировках, чтобы их заинтересовать. Первое, с чего мы начнем, это с разминки. Ну, это самое главное. Поэтому вращаем головой. Руками вверх-вниз. Корпусом вращаем. Хорошо. Ноги вместе. Коснулись пола, встали. Наклонно коснулись пола, встали. Хорошо. Ноги на ширине плеч. Прогиб назад. Потянулись. И обратно. Хорошо. Кадейра. Садимся. Руки защищают голову. Кадейра в переводе с португальского это стул. Представили, что мы сели на стул, спинка этого стула спереди. Руки в замок, тянемся локтями в пол. Это совсем непросто. Локти на колени. Разводим ноги в стороны. Тянуться должно? Это чувствуется. Садимся на левую ногу. Правую вытягиваем вперед. Трока, то есть поменяли. Встаем. Ногу на носочек вращаем. Вообще капуэйрой со скольки лет можно заниматься? С КПР можно заниматься да хоть с 3. Главное попасть к тренеру, который ведет маленьких. В другую сторону. Хорошо. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с первой, с базовой стойки. Она называется кадейра, я уже ее говорил. Это переводится стул. Садимся в кадейру, сидим. В капуэре все делается на согнутых ногах. Потому что, когда человек стоит на согнутых ногах, он может лучше балансировать. Ну и устойчивость так тоже хороша. Поэтому посидим. Ножки наполняются болью. Так и есть. Хорошо, можно встать, встряхнуть ноги. В капуэре все происходит через движение. Почему через движение? Потому что, например, в тире стреляли, да? Бывало. В цель, которая движется, в нее сложнее попасть. То же самое в КПР. Мы постоянно двигаемся, наша голова постоянно двигается, и в нее сложнее уже попасть, нежели если это будет стойка какая-то статическая. Поэтому второе движение, которое мы сейчас попробуем, называется оно джинга, ну или маятник. В чем ее суть? Садимся мы в кадейру, правую ногу назад, ставим на носочек и чуть-чуть покачались вперед-назад. Представьте, что сзади у вас пружина, и вы покачались. И обратно. Другую ногу назад. То же самое, покачались. И обратно. Что происходит, когда я начинаю двигаться? Моя голова находится в одном положении. Я передвигаюсь в одну сторону, голова сошла с места. Обратно, пришла. Ушел, голова ушла. Во время джинги вы без этих остановок выполняете движение,
Тем самым у нас происходит постоянная смена. Но помимо того, что голова двигается только влево-вправо, можно еще присаживаться, ну и вставать, чтобы голова точно менялась, потому что голова – это цель. Угу. Понял. Давайте попробуем вместе. С левой ноги назад начинаем наше движение. Угу. Погнали. Теперь небольшие приседания. И закончили кадейра. Хорошо. Ноги можно стряхнуть. Ноги нереально просто. Это первое. На джинге строится основная вся капуэра. То есть из этого элемента уже дальше можно и атаковать, различные удары, также защищаться, ну и выполнять любую акробатику. Первое, с чего мы начнем, это с атаки. У нас будет атака сегодня, защита и акробатика. Первое, с чего мы начнем, это широкий удар. В капуэре он называется Melody French. Переводится, не помню как. Выглядит удар таким образом. Мы поднимаем ногу, машем ей такой, можно сказать, полумесяц, ставим обратно. Почему именно так? Для того, чтобы снести человека, давай я на тебе покажу. На мне сразу. Спасибо, да. Чтобы снести человека, давай на тебе покажу. Ну, естественно, как же. Да. Первое. Я могу просто ударить, да, ну, сейчас схематично. Раз, моя нога дойдет до цели, то есть до головы, и я ее уберу. Это первый вариант. Второй вариант. Если я дальше ногу пронесу, то, скорее всего, человек упадет. Потому что я буду проносить свою ногу по его голове, тем самым он падает. Понял. Угу. Давайте попробуем. Начинаем с левой ноги. Давайте сейчас бьем только с левой ноги. Угу. На мой счет. 1, 2, 3, 4, 5. Другой ногой то же самое. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. В капуэре очень много ударов ногами. Мы сейчас сделали один удар, но если его взять и перемотать наоборот, получится другой удар. Он называется кишада. Давайте сейчас его тоже сделаем с вами. То, что мы только что били, перематываем наоборот. Угу. Удар с левой ноги. 1, 2, 3, 4, 5. С другой ноги. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Ножки стряхнули. Это первые два удара. Можно дальше походить, чтобы ноги расслабились. Потому что сейчас мы будем их жестко напрягать. В капуэре нету блоков. Ага. Почему? Потому что капуэры придумали рабы, а у них руки были связаны сзади. Как раз-таки вот этими веревками. Поэтому капуэристы придумали уклонение. То есть уход от атаки. Первую защиту, которую мы попробуем, выглядит она таким образом, называется ишкива диагональ. Мы сидим в кадейре, плечом касаемся до колена, одну руку убираем назад, вторая рука защищает голову, то есть ставим ее над головой и встаем обратно. Пробуем.
Начинаем в ту сторону. Уна. Раз. И обратно. Дойс. Трес. А теперь давайте в разные. В ту. Кватро. Туда. Синк. Сейдж. Сет. Ойто. Новое. Дыч. Хорошо. Встаем, ноги встряхиваем. Зачем убирать руку назад? Капуэристы не падают. Капуэристы не падают. Они приземляются так, как считают нужным. Поэтому... Удобно. Да. Поэтому, когда мы защищаемся, раз, ну, может быть, все, что угодно, мы от одного удара защитились, а человек взял нас и толкнул. У меня рука сзади, она будет меня страховать. Я не упаду на пятую точку, а что-нибудь дальше делаю, какой-нибудь переход. Тем самым встану. Поэтому рука одна ставится всегда назад. Вторая защита, которую мы попробуем, она чуть-чуть полегче. Защита будет выглядеть таким образом. Мы уходим, мы доворачиваемся, уходим вниз. Руки ставим над головой. Угу. Уно. Раз. И обратно вернулись. Дойс. Раз. Трес. Кватро. То есть поменяли стойку, защитились. Поменяли стойку, защитились. Переходим в ту сторону. Раз. Сразу защитились. Встали. Переходим. Защитились. Угу. Руки над головой, руки над головой. Взгляд при этом всегда направлен вперед. Впереди цель. Впереди ваш противник. Угу. Хорошо. Это вторая защита. Сейчас давайте потянемся. На прямой шпагат садимся. Это прозвучало, будто это просто... Садимся на прямой шпагат, потом съедим по бутерброду. То, что вы считаете прямой шпагат. Он у нас у всех одинаковый почти. Хорошо. И садимся назад. Тянемся вперед к левой и к правой ноге. У капуэристов должна быть хорошая растяжка, но прям офигенная растяжка капуэристам не нужна. Почему? Нам не нужно садиться прям в идеальный прямой шпагат и при этом сидеть там легко. Удар делается совсем по-другому. То есть, что такое, как сделать резкий удар? Нужно резко сжать мышцы, напрячь мышцы. И если это все получается, да, удар получается очень быстрый, очень хлесткий. У людей, которые очень, там, можно сказать, супер-пупер гибкие, у них никогда не будет быстрого удара. Почему? Он будет красивый, но он будет медленный, он будет парировать. А у человека, у которого мышцы, ну, прям не супер-пупер растянуты, у них будет удар хлесткий, жесткий. Хорошо. А что вообще для тренировок по КПР нужно? Ну, окромя, я так понял, выносливости и размятых мышц. Желание. А из оборудования? Из оборудования. Можно использовать музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты дают ритм тренировки. То есть, если это тренировка для новичков, то это музыка спокойная, ну, или медленный средний темп. Если это тренировка уже профи, ну, то есть для ребят, которые занимаются долго, то можно уже средний-быстрый ритм. Вот новичок приходит, вы ему говорите, вот что с собой принести нужно, что-то покупать нужно или что? Когда ко мне приходит ученик новый, я ему говорю, приходим спортивные штаны, футболка любая и сменная обувь. Занимаемся мы босиком. Все.
Этого достаточно для первых там 2 месяцев тренировки. Потом они уже покупают форму, потому что в форме уже нужно будет сдавать на пояс, например. Участвовать в соревнованиях, посещать различные семинары, если захотят. Потому что в различных видах спорта, плавания, например, никто не ходит в обычных трусах. У всех есть плавки. А капуэра то же самое. Есть определенная форма, которой надо следовать. Так, мы с вами попробовали сейчас 2 атаки, 2 защиты. А сейчас мы это все соединяем, при этом двигаясь. Первая атака у нас была раз, вторая атака была такая. Защита одна, защита другая. И теперь мы с помощью движения, сейчас я сначала показываю, да, двигаемся и произвольно, когда захотели, атаковали, либо защитились. Все. Начали. Капуэра можно атаковать из различных положений. Можно атаковать стоя на четвереньках. Можно атаковать при этом стоя на руках. Лежа, сидя. Ну, лежа сложно, сидя, да. В капуэре колесо называется очень легко, его каждый русский человек запомнит. Это слово «ау». И в другую сторону то же самое. Провернулись, сделали колесо. Провернулись, сделали колесо. Так, первое, что мы делаем, это джинга друг напротив друга. То есть самое первое базовое передвижение просто делаем друг напротив друга. Так. Начали. Ну и также можно менять позиции, то есть уходить то влево, то вправо, используя как раз-таки переход жиру. Да? Но смотреть надо всегда, то есть мы не по одной линии двигаемся. Нет, как мы всегда друг угодно. напротив друга. Все, я понял. Следующее. Сами выбирайте, кто из вас атакует, кто защищается. Первое мы делаем атаку Melody French. Второй человек выполняет защиту и шкива диагональ. В какую сторону? Навстречу к ноге или от ноги? От удара. От удара. Ага. Делаем без движения. Буквально 5 ударов одной ногой, 5 ударов другой ногой, поменялись. Понял. Начали? Так, я такой первый. Да, ага. Так, сюда, да? Раз. Так сделал, Можно да? двигаться, можно нет. Да. Окей, это продвинутый уровень. Я не знаю, я спрашиваю, как надо, я просто... Можно через движение. Это продвинутый уже уровень? Да. Закончили. Артем, такой еще вопрос. Вообще цена входа в капуэйру, сколько это все стоит? Вот заниматься, не знаю, ну по оборудованию вы уже сказали, что особо ничего не нужно, а вот остальное, да? Сколько стоит тренировки? Тренировки у меня стоят 5000 рублей, это полный месяц, 2 раза в неделю по часу.
Вот. Ну, если, конечно же, больше тренироваться, там ценник больше, но в основном это 5000 рублей. Вот. Также можно посудить по тренерам, то есть если это какие-то там низкие цены, ну, в Москве, там 3000, например, 2500 там, или что-то еще, но это, скорее всего, тренер начинающий. Если там цены около 8-9 тысяч, это, скорее всего, их ведет мастер. Вот. Но у меня золотая середина. Ну то есть ценник, конечно, зависит от преподавателя, от уровня, да? А вот сдача на пояса. Мы вот в исторической справке как раз объясняли, что вот есть пояса, у каждой школы они свои. Она платная, вот сдача, ну когда вот эти экзамены? Да, аттестация платная. Ну, за все в этой жизни приходится платить, поэтому аттестация у нас тоже платная. Сколько стоит? В районе 5000 тоже. Ну, за каждый пояс, да? Да. Ну это нормально. Надо подвигаться. Да? Да. Что надо делать? Сейчас я их выгоню. Заход с колеса. Заход с дальше джинга и так далее. Ладно, я что-то симпровизирую. Я понял, так надо было. Да. Мне надо что? Это что значит? Это она всё. меня выбрала. Все, понял. Ребят, нет, ну вы видели, а? Одна тренировка, вы поняли? Какой драйв.
двумя конечностями уследить, еще все это в движении, откуда мне прилетит, еще я должен делать ответно. Это очень, конечно. Со временем, да, это все кажется, ну, сейчас это кажется, блин, вау, как они это все читают. Да. Но со временем это все читается вот так. Здорово. Реально танец. Вот реально, когда ты отключаешь голову и стараешься просто двигать. И Да. я так понимаю, сначала мы учим базовые движения, понимаем, как двигаться, ноги сами идут, это как движение в танце, и все. И дальше просто вот во что у тебя, во что ты гораздо, что душа требует. Ты просто реально слышишь ритм, под него танцуешь. Получается очень красиво. И я уверен, если эти удары ногами прилетят, это еще и очень эффективно. Так, а на этом тренировка закончена. Влево. Давайте петулю. И наша постоянная рубрика «Вопросы чемпиону». Сегодня у нас в ней участвует Николай Хромов, вице-президент Федерации КПР России, который поделится своим опытом и ответит на наши вопросы. Приветствую, Николай. Первый вопрос, который мы задаем всем чемпионам. Что вас мотивирует заниматься спортом? Если ты остановишься где-то в своем развитии, то ты откатишься назад, тебя кто-то обгонит. И я не хочу быть на последнем месте. Вот, хочется быть максимально впереди всех, поэтому ты идешь в зал, ты тренируешься или ты что-то делаешь, если не можешь тренироваться. Такое бывает. Вот у меня сейчас травма, и я, например, стараюсь заместить какие-то физические тренировки какими-то там, я не знаю, занятия музыкой в КПР, этого всего хватает, вот. Или, например, там, организационной работой. Вот. И, в принципе, мотивирует то, что ты хочешь всегда быть в движухе. Вот в этом вот всем вариться, хочешь оттуда не выпадать, и поэтому, да, ты приходишь в зал, тренируешься, даже если не можешь тренироваться, приходишь и просто вот в этой атмосфере варишься, потому что это движение. Что самое важное в КПР? В КПР вообще много всего важного. Самое главное – это найти себя, потому что КПР, она для всех, для каждого. Но у каждого она будет своя абсолютно. То есть для одного это будут высокие прыжки какие-то, там, сальтушки. Другому понравится, например, то, что можно как-нибудь посильнее ударить с вертушки вот так вот прям сильно, чтобы прям вот лапа улетела или там соперник отлетел. А для третьего это будет музыка и какие-то вот культурные аспекты, которые он для себя там хочет изучить. Вот. А для четвертого это будет общение. Вот. Поэтому здесь сложно сказать, что что-то вот прям одно в КПР будет главным. В КПР самый такой вот важный элемент – это движение. То есть ты в любом случае двигаешься вперед в каком-то из этих аспектов. И вот именно движение – это как раз про КПР. КПР не про статику, КПР про постоянную движуху, тусовку, энергию и вот это все остальное. Вот если бы судьба так сложилась и выбрали бы не КПР, то какой вид спорта ты бы? Брейкданс. Вот у меня был как раз выбор, собственно, я пришел в КПР, я занимался студенческим творчеством, я вообще в детстве ничем не занимался, я пришел уже в таком сформированном, скажем так, состоянии уже студента, вот, и у меня было студенческое творчество, я им увлекался, так получилось, что мне пришлось это бросить, и мне захотелось как-то что-то все равно для себя выбрать. И я думал, пойти в брейк-данс, мне очень нравился брейк, вот, я им никогда не занимался, но хотел заниматься. И у меня был товарищ, он говорит, слушай, приходи к нам на КПР, мы делаем все то же самое, только круче, еще и бить можно людей. Я такой, класс. Я никогда не думал, что я буду заниматься боевым искусством. Мне понравилась сама идея, что там классные ребята двигаются. Я, в принципе, знал и видел, что такое КПР. Вот. И мне интересно было самому прийти это попробовать. Я пришел, и мне понравилось, и я остался. А так, возможно, бы ушел в брейк. Николай, как опытный спортсмен, ну и опять же, как вице-президент, наверняка есть моменты, которые в КПР не нравятся. Может быть, в тренировочном процессе, может быть, в организации у нас в стране. Можете поделиться, что-нибудь есть такое? Ну, я не могу сказать, что они прям совсем не нравятся. Есть сложности, они есть в любом виде, то есть от этого никуда не уйдешь. Конечно, хотелось бы там какого-нибудь крутого государственного финансирования. Вот. Второй момент, конечно, сложность, это то, что это новый вид спорта, так или иначе. Мы вроде бы с 98-го года пытаемся все это дело развивать, но есть люди, которые до сих пор ни разу не видели КПР, либо где-то отдаленно слышали. И, конечно, ну, первый момент – это распространение вот такое информационное, его бы хотелось больше сделать.
Второй момент, наверное, вот, что тяжело в КПР на самом деле. Это вот на тренировке сейчас было 100% видно, надо уметь делать кучу всего сразу. То есть ты пришел в бокс, ну как бы ты встал в стойку, у тебя максимально лаконичное начало тренировки. У тебя есть базовые движения, их немного, и ты их начинаешь делать. И по сути дела тебе не надо такой большой пласт знаний иметь. А в КПР, чтобы быть хорошим КПРистом, тебе надо уметь делать какую-то акробатику, да, играть на музыкальных инструментах, знать определенные моменты культуры в том числе, потому что это именно боевое искусство, и это искусство так или иначе. Уметь как-то двигаться, реагировать, самому бить, и при всем при этом какие-то еще фишечки туда вставлять и все это совмещать. То есть это реально очень сложно. И многие, когда там приходят в КПР, и такие, ну, КПРисты там, наверное, они там не умеют драться. Да нет, конечно, там любой КПРист, он тоже может подраться, как любой другой вид спорта, там, из боевых искусств. Просто когда тебя там сравнивают, там, стаж КПРист 2 года и там тайский боксер 2 года, конечно, тайский боксер, вот его затачивали 2 года чисто под одну задачу, он будет с ней справляться лучше. А у КПРиста вот эта многовекторность, и это очень сложно охватить. Но с другой стороны, это и большой плюс, потому что ты не нашел себя в каком-то одном из направлений, ты перенырнул в другое направление и так далее. Вот как тот же момент, да, с травмой. Тебе там сложно заниматься одним, ты пошел позанимался другим, но ты занимаешься тем же самым делом, по сути дела, просто немножко расширяешь свой кругозор. Вот. И, наверное, это не проблема, но вот такая вот особенность КПР. Какая-нибудь, может быть, есть интересная история за время тренировок, выступлений или, может быть, уже вашей организации поддержки федерации? Да вообще много таких историй, если там вспоминать, это не один вечер, можно, конечно, их байки вот эти все травить. У меня такая история была, она не совсем напрямую связана с КПР. То есть фишка в том, что у нас школа, которая лежит в основе федерации, это Софорса. Вот моя школа, где я занимаюсь. Вот. Она была родоначальником, скажем так, именно спортивного направления. Сейчас это много школ, каждая занимает свое достойное место. То есть не могу ущемить каких-то других ребят и сказать, что вот они там не спортсмены и так далее. Вот. Но, тем не менее, начиналось с нас, и Софорс переводится как «только сильнейший». И вот мой тренер Белов Роман, основатель нашей школы, он, соответственно, в нас закладывал такую философию, что мы должны преодолевать себя постоянно. То есть вот тебе на тренировке тяжело, но ты должен понимать, что вот тренировка, по сути дела, это не просто про то, что ты потом пойдешь в роду, это покажешь. Это вообще часть твоей жизни, которая тебе иногда вообще в разных моментах пригодится. И я занимался до определенной поры, и я не понимал, что значит преодолеть себя полностью. И был какой-то момент, ну, как любой студент, я был довольно таким типичным раздолбаем, который откладывал все на потом, в том числе и диплом, который у меня очень сильно горел, бакалаврский диплом. Вот. И так получилось, что у меня еще помимо этого подготовка к поясу. Вот. Подготовка к поясу в нашей школе довольно жесткая была, особенно там уже старшие пояса, там полноконтактная работа, там подготовиться к этому всему. И меня вырубили, просто наглухо вырубили. Поехал, проверился, слава богу, тоже все было хорошо. Но фишка в том, что у тебя в любом случае сотряс, ты вообще никакой, у меня лицо еще там как баклажан с обратной стороны, вот тебе на скотч сюда повесили. Вот. И в этом всем деле мне надо было прийти на предзащиту. И это не самая главная проблема была. Проблема была в том, что врач, во-первых, сказал, что тебе нельзя двигаться, там по возможности там, максимально ограничить, а у меня диплом не готов. Вот у меня из диплома было напечатано, как бы титульник. Вот эту всю штуку. И я понимаю, что у меня дико там все раскалывается. Но у меня и предзащита горит, мне надо диплом сделать. В общем, несмотря на это все дело, я просто как-то почувствовал вот этот момент тренировки. Преодолей себя. Да, преодолей себя. И я понял, что если я чего-то хочу добиться, я этого добьюсь. И, короче, получилось так, что я вот это вот состояние прочувствовал в обычной жизни. И, в общем-то, за 2 дня я там со всеми там скрипами и прочим, я сделал диплом, я его предзащитил как мог. Про мотивацию для наших зрителей и, возможно, для родителей, которые ищут спорт для своих детей, и для самих будущих спортсменов, которые займутся КПР, посмотрев наш выпуск. Каких-то пару слов, может быть. Самое важное – сделать первый шаг, прийти и попробовать. Каждый человек уникален.
То есть я могу сколько угодно рассказывать про то, что КПР для каждого, но кому-то она может действительно не подойти. Может не подойти тренер, может не подойти там обстановка, зал, время и так далее, и так далее. Вот. Но самая главная вещь, которая должна быть и у родителей, и у детей, это стремление попробовать что-то новое. Вот надо встать, прийти, попробовать. И вот если понравится, уже второй момент – это мотивация будет. То есть самое главное – это, наверное, действие, прийти попробовать. А если уже человек пришел, то надо помнить, что ты пришел сам, тебе это когда-то понравилось, значит, ну, ты сам выбрал это, и надо продолжить заниматься. К сожалению, сейчас есть такая тенденция в поколении в целом, не только я отмечаю, что когда там ребенок, особенно вот он столкнулся с трудностью, он берет и уходит. Почему? Ну, потому что ты когда начинаешь что-то делать, ты делаешь маленький шажок, но он у тебя в голове вот таким кажется. Ты такой: ой, я сделал колесо, это круто. А когда ты занимаешься там, например, 5 лет, 6 лет, тебя уже не радует колесо, для тебя это слишком простой элемент. Ты пытаешься сделать что-то сложное, а чем больше ты занимаешься, тем каждый вот этот миллиметр мастерства, он дается тяжелее, да. И ты сталкиваешься с трудностями. И вот эти вот трудности, на самом деле, просто правильное отношение к ним должно быть. Любая трудность – это точка роста. Мотивация должна быть именно от этого. Не смотрите на проблему с точки зрения какой-то неприятности. Смотрите на проблему как загадка, вызов, классные, там, я не знаю, испытания для себя. И тогда все сложности станут не сложностями, а азартом. Николай, спасибо за то, что поделились опытом, ответили на наши вопросы и за то, что популяризируете здоровый образ жизни. Спасибо. Вот и закончилась наша первая тренировка по капуэйре. И за сегодняшнюю тренировку, за часовую тренировку, я сжег 723 килокалории, что, кажется, является пока рекордом нашей программы. А пиковый пульс составил 183 удара в минуту. Этот показатель уже в верхней зоне возможных нагрузок. Значит, тут растет выносливость, объем вдыхаемого воздуха и скорость. Настоящая кардиотренировка, но с элементами статических нагрузок. Итак, настало время нашей самой любимой рубрики программы «Это конкурс». И сегодня мы разыгрываем 2 коллекционные футболки от Федерации КПР России и национальный музыкальный инструмент пандейру. Условия, как всегда, просты. Нужно сделать репост нашего выпуска в любую социальную сеть, оставить свою реакцию и обязательно не забыть про хэштег названия нашего канала. Автор самой позитивной, креативной, а может быть негативной реакции заберет наши призы. Вот мы и познакомились с таким позитивным, но при этом боевым видом спорта, как капуэйра. Окунулись в солнечные традиции далекой Бразилии, поняли, что спорт тесно связан с музыкой и танцами. И в конце выпуска совет от меня, как от ведущего. Улица не ринг. Там нет правил и победителей, а только проигравшие. Лучшая драка та, которую удалось избежать. На сегодня у нас все. Спасибо за внимание. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и помните, неважно каким спортом вы занимаетесь, важно, что занимаетесь спортом.